Всем привет! Сегодня жаркий июньский день, и я приглашаю вас прогуляться со мной по рынку Найлон в городе Нови Сад в Сербии. Мне попались туфли а-ля Лабутен со странным леопардовым принтом, но я просто их посмотрела из интереса. Оливковый браслет, в принципе, был неплохой, но не в моем стиле. Мне очень понравилось это ожерелье со змейками. Я пыталась его распутать, но мне это не удалось, к сожалению. Я пробила там 10 минут и оставила его обратно в этой корзинке. Браслет с камушками был тоже очень интересный, но я не нашла продавца. И в итоге посмотрела вверх ногами картину с арбузами и с лампой. На рынке попадаются совершенно разные дизайны. И китайские, и итальянские, и других стран. И я иногда смотрю необычные дизайны, как это все крепится, как это вообще носить. Ну, интересно мне. Меня привлекла тарелочка с птичками. Я подумала, что это что-то винтажное, но это современный дизайн, и ее можно повесить на стену. Декор. Этот продавец, вероятно, понимает в искусстве. У него очень интересные живописные работы, хорошие, прям мне очень понравились. И на столе стоит разная коллекция статуэток и ваз, и различных изделий. Мне приглянулась вот эта фруктовница с луковым рисунком. Мне показалось, что это что-то классное. Это Майсон. Он стоил 300 евро. И уже на видео я, когда посмотрела, увидела скол на дне. Ну, 300 дороговато. Сегодня был не рынок, а услада моих глаз. Я увидела столько прекрасного фарфора, не видела последние полгода. Прям радовало меня это все. На этом столике я смогла рассмотреть очень редкие фарфоровые изделия, значит, фирмы венгерская Херент. Она очень знаменита и очень ценится и в Европе. Особенно производят качественный фарфор уже очень давно. И это коллекционные изделия, вазы, блюдечка и конфетницы из коллекции, которая называется «Королева Виктория». У нее такой определенный рисунок, очень яркий, очень запоминающийся. Я даже постеснялась спросить, сколько это стоит, знаю, что это стоит баснословных денег, поэтому просто наблюдала с удовольствием. И еще я здесь увидела опять моего мишку Херент, но просто любовалась. Этот интересный фарфор такого кремового молочного цвета с изящным рисунком я вижу впервые. Такая фирма, как я прочитала, тоже уже давно работает в Венгрии, называется Залнай. И эти изделия тоже ценные. Вот эта маленькая пузатая вазочка, я спросила, сколько она стоит. Продавец не знала, звонила руководителю. И стоила она 3000 динар, это примерно 30 евро. Ну, я считаю, что дороговато, поэтому я с удовольствием ее подержала в руках, полюбовалась, пойду дальше. А вот эта длинненькая такая ваза с исходом золота на ободке, она стоила 80 евро. Ну, очень красиво, мне все понравилось, кроме цены. Stefo, ova manja, koliko je? Vidi. 3000. A ova veća je 80, je tako? Также встретились мне вот эти две куколки милые фирмы Mattel из неизвестной мне коллекции, но продавец захотел за 2-5 евро, я считаю, это дорого. Также попались вот эти странные туфли португальской фирмы маленького размера.
этого продавца удивительный то ли вентилятор, то ли радио, непонятно что. Но я вот не сразу заметила, там рюкзак был, я его по итогу купила. А вот эти игрушки только посмотрела. Вот он, черный рюкзак. Классный, фирмы Dell. Из переработанных бутылок пластиковых. Недорого стоил, 200 динар. Мои любимые ковбойские сапоги, но в ужасном состоянии. Я не смогу такие в порядок привести, да и вообще их трогать было неприятно. Немного цен на овощи, фрукты. И выглядит тут все очень неказисто, но у этого продавца я купила классную шерстяную кепку на зиму. Посмотрела тренажеры, продавца не нашла, цены не смогла узнать, но очень интересно. Как вы можете видеть, тут продается все. И кожаное платье, и шорты, и различные кроссовки, пылесосы, и даже книга удивительная и интересная. И даже рыболовные снасти вместе с жилетом. Хотела знать, сколько стоит этот чудик бэушный. Вот что? Стоит эта игрушка 200 динаров. Это примерно 2 евро. Дорого, недорого, даже не знаю. Есть такие тематические продавцы. Каски, фуражки, фляжки, кошельки, кассеты, журналы, тематические статуэтки. Уже долго ищу себе фарфоровые тарелки на кухню. Бью их часто. В общем, не могу найти. Даже 2 одинаковых не могу найти. Не то, что там 4 или 6. И у меня складывается впечатление, что давно не было новых привозов, что это все уже лежит месяц, а может быть и 2, и тут остатки роскоши былой. Потому что, вы сами видите, что они полупустые, хотя я приезжаю рано. Вот игрушек тут много. Попалось такое интересное украшение, браслет. Продавец сказал винтажное, но по мне так оно не очень винтажное. И такие какие-то вставки, то ли от ожерелья, то ли с пояса, непонятные. То ли украшения одежды какие-то и подвески. Я почему-то подумала, что это с какого-то аквариума, океанариума. Нептун. Не знаю. Может, вы знаете откуда. И вот похоже к тому браслету кулон. Brčanku baš ne radi, ali... Brčanku ne radi.
Не треба. Ako staviš na šrafu. Original je kako? Taj Louis Vuitton nije original, ali je ono baš dobra kopija. Louis Vuitton. А Луи, какая цена? 5000. One su nove, full. Mora da se centraš jer ne. Evo, samo kaži kako А теперь я хочу показать вам мои находки с этого рынка. Первая — это кепочка с буквой А. Интересная. Вот здесь наклейки сзади. Я думаю, что это говорит о том, что она новая. Просто она лежала на рынке немножко. Ее надо привести в порядок. А в целом внутри она выглядит новой. У нее очень хороший состав. 60% шерсти и 40% полиэстера. Это бейсболка, наверное, для болельщиков команды из Атланты. Ну, вероятно всего. Буква А написана. Очень классная. Она женская. И на зиму, мне кажется, прекрасно головной убор. Потом второе. Из моих покупок я купила этот рюкзак фирмы Dell. Ну, он в хорошем состоянии. Немножко его надо помыть. Он сделан из переработанного пластика. Внутри очень удобно. Можно ноутбук закрепить. Здесь бутылку для воды поставить. И спинка сделана хорошо, удобно, мягенькая, не будет давить. Классные покупки. И еще я третью мою покупочку купила. Это шарф. Ну, летом обычно присматриваешь себе что-то на зиму. Я увидела на рынке, что здесь написан 100% шелк и сделано в Италии. Но шелк здесь, вот эта декоративная сторона, очень приятная на ощупь. А уже когда я пришла домой, я увидела, что внутри тоже есть этикетка. И тут написано Тони Гард. И внутренняя часть сделана из кашемира. Даже тут написано 50% кашемир и 50% лама-вул. Ну, в общем, классный теплый шарфик. С этой стороны прохладный, внутри тепленький. Это все я купила на нашем найлоне июньском. Как вам мои покупки? Купили бы вы себе такое или нет? Очень интересно ваше мнение. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!